Глава 2. 6:30. Как всегда. Будильник зазвенел в 6:30, как всегда по будням. Не резким писком и вибрацией и коротким сигналом, который Томас когда-то сам выбрал, не агрессивный, чтобы утро начиналось мягко. Анна давно уже просыпалась за пару минут до этого. Тело подстроилось под его режим. Он выключил будильник первым движением, привычно провел ладонью по ее плечу. «Встаю», — сказал, хотя это было очевидно. Она промычала что-то в ответ, не открывая глаз. По звуку его шагов могла нарисовать траекторию. Кровать, ванная, кухня, обратно в спальню за рубашкой, снова кухня. Через 20 минут кухня пахла кофе. Настоящим, зерновым. Томас принципиально не покупал растворимый. Анна сидела за столом с йогуртом и телефоном, упираясь локтями в стол. Томас стоял у раковины, застегивая манжеты. 40-й размер рубашки лег на его плечи плотнее, чем когда они только познакомились. Но это чуть крепче ему шло. «У тебя сегодня офис или дом?» — спросила она, не отрывая взгляда от экрана. «Офис», — ответил он. «Лично хотят видеть всех ключевых. Они там что-то пересматривают по ветровому блоку». Он говорил ровным голосом, но Анна уловила легкую напряженность. Последние месяцы Вон часто возвращался с новостями о перестройке, оптимизации, новой стратегии. За этими словами всегда стояли чьи-то сокращения и чьи-то сдвинутые сроки. «Опять?» — спросила она. «У них там своя буря», — усмехнулся он. «Ветер дует, а счет не сходится». Она кивнула, не пытаясь вникать в детали. Знала только, что его проекты, связанные с ветряками, железом, расчетами, и от этого напрямую зависит их привычное ощущение надежности. «Ты сегодня дома?» — уточнил он. 2 встречи по видео. Одна, может, в городе, если клиент не передумает в очередной раз. Он допил кофе, поставил кружку в раковину. «Я возьму машину, ладно? Дождь будет весь день. Поезд опять, наверное, набитый». «Бери», — сказала она. «Мне сегодня хватает автобуса». Они поцеловались у двери. Коротко, легко. Привычный утренний жест. Ни страсти, ни холод. Просто отметка. Мы свои. Когда за ним закрылась дверь, квартира на мгновение стала совсем тихой. Потом где-то за стеной зажужжал чужой пылесос. Сверху кто-то задвигал стул. Жизнь дома возвращалась в дневной режим. Анна поставила кружку в раковину, вымыла посуду, включила ноутбук в кухонном столе. На экране открылись программы для видеозвонков, календарь, почта. Первое письмо от вчерашнего клиента. «Анна, мы все подумали. Хотелось быть чуть спокойней. Помните ваш первый вариант, без этих смелых оттенков? Вернемся к нему?» Она перечитала письмо дважды. Вчера клиент в голосе звучал вдохновленно, когда она показывала ему более яркое решение, говорил про новую энергию и что-то живое. Сегодня чуть спокойней. «Конечно», — написала она в ответ. «Вернемся к более нейтральной гамме. Я подготовлю обновленную презентацию». Пальцы сами нашли нужные фразы. Внутри что-то коротко дрогнуло, не сильнее, чем при укусе комара. Привычное ощущение. Сначала людей тянет к смелости, потом они ее пугаются. Она открыла вчерашний проект. На экране возникла комната, ее вариант. Глубокий зеленый на одной стене, теплое дерево, немного металла, живые фактуры. Пара щелчков, зеленый сменился на бежевый, дерево стало глаже, пространство сразу стало спокойней и одинаковей. Анна поймала себя на том, что смотрит на это до и после с неожиданной дистанцией. После было правильным, до чуть рискованным. Клиент выбрал правильность. Она сохранила файл, отметила в календаре пересчет бюджета, открыла следующий проект. Работа подтягивала к себе как вязкий поток. Письма, звонки, планы. К 11 она полностью ушла в измерение, сметы, таблицы. Пока не пришло сообщение от матери. Короткое. «Привет, как вы? Сколько можно уже тянуть со внуками?»
Смайлик в конце только усиливал ощущение легкого укола. Анна несколько секунд смотрела на экран, потом положила телефон экраном вниз. Ответить потом казалось слишком прямолинейным. Ответить честно — слишком сложным. Потом, думали они с Томасом первые 5 лет. Потом, когда станет свободней, спокойней, когда работы будет меньше, денег чуть больше. Потом, когда они устаканятся. Оно вроде бы наступило. Нормальная квартира в Гамбурге, нормальные доходы, без острой борьбы за выживание. Но при слове «дети» внутри возникала не радость, а тяжесть. Как будто к сегодняшней усталости надо добавить еще одну, только уже без права выключить ноутбук. Она поднялась, налила себе еще чаю, мельком глянув на магнит из Италии. Маленький, с рисунком переулка, столики, гирлянды, оранжевый свет. Там они были не особенно обеспеченными, не особенно устроенными, зато какими-то более живыми. Анна вспомнила один вечер того отпуска. Они шли по набережной, спорили из-за какой-то ерунды, где ужинать, например. Томас настаивал на одном месте, она на другом. В итоге заблудились, вышли не туда, в маленький двор с 2 столиками и старым хозяином, который вообще не говорил ни по-английски, ни по-немецки. Ели то, что он принес, не понимая половины названий, смеялись над собственной растерянностью. Потом еще долго вспоминали именно тот ужин, как лучший. Тогда у них было больше ошибок, и почему-то именно они вспоминались чаще всего. Компьютер пикнул, напоминание о видеозвонке. Анна вернулась к столу, поправила темные волосы, собранные в хвост, включила камеру. На экране появились лица очередной пары. Молодые, усталые, с кружками кофе. Они говорили, что хотят дом, где все будет логично и спокойно. А она, кивая, открывала планы и рассказывала про функциональные зоны и нейтральную палитру, которая не надоест. «Спокойно» звучало сегодня уже не первый раз, как будто мир договорился, что главное сейчас — не трясти лодку. Томас позвонил в обед. «Как ты?» — спросил. На фоне слышались приглушенные голоса, звон чашек. «Нормально. Клиенты снова хотят поспокойнее. У вас как?» — ответила она. «У нас тоже поспокойнее не выходит», — фыркнул он. «Говорят о сокращениях в ветровом подразделении, о каких-то переносах. Все ходят с умными лицами». Он замолчал на пару секунд, потом добавил. «Иногда кажется, что если еще пару лет так, я просто перестану что-то чувствовать». Фраза прозвучала неожиданно. Обычно он держал такие вещи при себе, растворяя их в шутках. «В смысле?» — спросила она. «В прямом», — вздохнул он. «Все время одно и то же. Отчеты, таблицы, собрания. Ты делаешь как надо, чтобы все держалось, а внутри как будто выгорает. Ну, ты понимаешь». Она молчала. Понимала слишком хорошо, только в своей версии. «Вечером придешь поздно?» — спросила она, чтобы не влезать глубже. «Наверное, если только они не решат продолжить завтра. У них новая мода — растягивать любую проблему, чтобы казалось, что ее решают». «Ладно, я что-нибудь приготовлю. Не заморачивайся», — автоматически ответил он. «Что-нибудь найдем». Они попрощались. Анна посмотрела на экран с планом чужой гостиной и вдруг увидела не только будущий интерьер, но и общий рисунок. Люди хотят, чтобы все было устойчиво, предсказуемо, без лишних всплесков. Но если убрать все всплески, что остается? К вечеру дождь так и не прекратился. Она успела провести еще одну встречу, отправить несколько писем, получить пару правок. Томас написал коротко: «Буду к 8, не жди с ужином». Она все равно подождала. Не потому, что очень хотелось вместе, а потому что есть в одиночестве казалось окончательно бессмысленным. Он пришел усталым, чуть сутулившимся, снял мокрое пальто, повесил на крючок. «Ну?» — спросила она, ставя на стол тарелки. «Как всегда», —
сказал он, садясь. «Сначала говорят, мы ценим людей, потом рассказывают, как будут оптимизировать ресурсы. Никто ничего именно мне не говорил, но фон такой, что все уже мысленно пакуют коробки». Он взял вилку. «У тебя как?» Клиент передумал. Хочет вернуться к первому, самому безопасному варианту. Люди любят безопасное, особенно когда вокруг все шатает. «А ты любишь?» — спросила она. Вопрос выскочил раньше, чем она успела его проверить. Голос прозвучал ровно, без вызова, но внутри стало чуть тревожно. Томас поднял взгляд. Несколько секунд смотрел на нее, будто пытаясь понять, о чем именно она спрашивает. «Безопасное?» — уточнил он. «Да». «Вообще?» Он задумался. «В работе, да», — сказал он. «Там, где ты отвечаешь не только за себя, за людей, за деньги, за железо, лучше без сюрпризов. Следуешь процедурам, и все». «А в жизни?» — не опуская глаз, спросила Анна. Он пожал плечами. «В жизни... В теории, наверное, хорошо бы иногда рискнуть. Но на практике, когда знаешь, сколько всего может пойти не так, руки сами тянутся к тому, что надежно». Он сказал это без пафоса, как факт. Анна отвела взгляд. Слова про «руки сами тянутся к надежному» неожиданно точно ложились и на их сегодняшнюю постель, и на ее переписки с клиентами. Они ели молча несколько минут. Ложки звенели о тарелке, дождь стучал по подоконнику. «Помнишь тот ужин в Италии, где ты все на себя пролил?» — спросила она вдруг. Томас усмехнулся. «Как такое забудешь? Я потом еще ходил, как пятнистый леопард. Ты тогда был такой...» Она подбирала слово. «Неуклюжий. И ты так смеялся». «Ты тоже», — сказал он. «Нас там, кажется, весь двор слышал». Они оба на секунду замолкли, мысленно возвращаясь туда. В тот вечер не было ни планов, ни стратегий. Они просто шли не туда, не знали языка, и именно это ощущение «мы не знаем, что будет дальше, но мы вместе» почему-то запомнилось лучше всего. «Сейчас у нас все получается правильно», — сказала Анна. «Только ощущение, что мы вместе, иногда теряется». Она произнесла это спокойно, без упрека, как будто обсуждала цвет стен. Томас отложил вилку, посмотрел на нее внимательнее. «Ты считаешь, мы...» Он поискал слово. «Не вместе?» «Я считаю, что мы слишком давно ничего не делали, что было бы по-настоящему неизвестно заранее, ни в работе, ни в жизни». Он задумался. В его лице не было агрессии, только усталость и тихое удивление. «А что ты предлагаешь?» — спросил он, без обороны, действительно спрашивая. Анна чуть качнула плечом. «Не знаю, пока просто констатирую». Они доели ужин, не возвращаясь к этому разговору. Он убрал тарелки в раковину, включил новости на ноутбуке. Она села с планшетом рядом, делая вид, что дочитывает статьи про интерьерные тренды. По телевизору говорили о политике, о кризисе, о чем-то далеком. В новостной ленте под роликом мелькнула короткая заметка. Пара из Мюнхена рассказала, как путешествие по Средиземноморью помогло им пережить кризис в браке. Заголовок пролетел, не задержавшись ни на ком. Вечер закончился привычно. Немного разговоров про работу, немного молчания. Томас ушел в душ, она выключила ноутбук, прошлась по комнате, собирая разбросанные мелочи. Все происходило так, как происходило уже много раз. Перед сном она взяла телефон и снова наткнулась в истории браузера на ту страницу с паромом Афины Крит. Маленькая ссылка среди других. Она не открыла ее, только отметила взглядом. Это еще здесь. В кровати они легли чуть дальше друг от друга, чем вчера. Не специально. Просто так легло одеяло. Анна смотрела в потолок, пока глаза не начали закрываться сами. Где-то на границе сна ей всплыли два кадра. Томас весь в пятнах соуса смеется в итальянском дворике. И Томас сегодня за столом, говорящий «руки сами тянутся к надежному». Эти два образа не складывались в одного человека.
И от этого внутри стало неспокойно. «Если все время выбирать надежное, — подумала она перед тем, как провалиться в сон, — можно однажды не заметить, как все живое в этой надежности засохло». Ответа у нее не было, но мысль, впервые связавшая слово «риск» не с опасностью, а с отсутствием движения, осталась где-то рядом с той ссылкой на паром, которая упрямо жила в истории браузера.